Всем привет! Эту неделю погода что-то не особо и радовала. Солнце выглянуло всего лишь на пару часов, а так в основном было холодно и пасмурно. Ночью морозило, днем около нуля. Вот лишь эти пару дней слегка потеплело и вроде бы без опадков. Да и то с вечера передают, что задождит на несколько дней. А там вернутся мороза и уже снег обещают. Кстати, на прошлой неделе в начале уже был немного, сантиметров 5 ночью высыпало. Но только что на следующий день пошел дождь и все растаяло. А я, как видите, продолжаю готовиться к зиме, утепляю фундамент, делаю заваленку. В прошлом видео, что начинал, особо много-то не успел сделать, как раз и снег пошел. А листья со снегом не будешь же туда закладывать, весь смысл пропадет. А всю неделю дождь шел, то снег, они были мокрые и вообще не было возможности. Но ночью вроде бы особой такой влажности большой не было. Утром я эти кучки поразбрасывал немного, а сегодня ветрено, так слегка подсохли. Не идеально, конечно, но ждать солнечной погоды уже не как. Когда выпадет снег, то и вообще тогда ничего не сделаешь. Только что если перенести эти листья куда-нибудь под навес, чтобы они там досыхали, а потом, когда не будет дождя и опадков, доделывать эту работу. Я думаю, сойдет. Они так слегка влажноватые, а так как у меня пленка черная, то в солнечную погоду лишняя влага будет испараться, а в мороз ночью конденсировать на стенках и опадать вниз. Это я не с головы придумаю, уже делал так в прошлом году и вскрывал, проверял, как оно получалось. Он даже с Shadow может подтвердить, она периодически ходит, проверяет эту ситуацию, чтобы сильно не замокало. Заваленка готова. Хорошо, что прогноз погоды еще не оправдался и не было дождя, как обещали, а только так слегка приморосил, но позволил закончить. И теперь в доме будет намного теплее и не будут так остывать пол и низ стены. А в сильные морозы, какая тут у нас в регионе глубина проезжания земли, 1,20 м, а с учетом тепла дома, мороз и под дом туда залазил сантиметров на 80-100, а теперь не будет. Конечно, не полностью, так как я заваленку не глубоко опустил в землю, а всего лишь сантиметров на 10. Это только при условии сильного мороза и без снега, так как я обычно снежком здесь еще прикидываю, чтобы земля не промерзала и он туда не лазил.
Ну, этой зимой должно быть теплее по сравнению с прошлой, так как я еще дополнительно хорошенько дверь утеплил. Утеплить бы еще стены, а то сильные ветры довольно ощутимо выдувается тепло. Но это уже как-нибудь попозже, потому что их, скорее всего, нужно переделывать. Ладно, идти домой греться и пить чай с печеньками. Как раз подвезли недавно, а то совсем зябко на улице становится, влажность повысилась, да и походу температура уже начинает падать. Шада так уже давно пошла, покушала своих вкусняшек и сидит он в окно, наблюдает, как я работаю в тепле. Хорошо, что успел закончить фундамент утеплять. Только заварил чай и обещанный дождь пошел. Всю ночь лил и сегодня на весь день передают. Листья, если бы вымокли под таким дождем, то уже вряд ли бы смог бы их применить. Но чтобы их высушить, несколько дней понадобилось. Ну а так, работа сделана и хорошо. Кстати, в доме значительно теплее стало, ну по крайней мере по ощущениям. А такой погодой особо-то ничего и не поделаешь. Но пойду искать причину поломки мотоблока. Надеюсь еще успеть его отремонтировать до заморозков. Ну а там в гараже, в принципе, ничего и не падает. Топливную систему перебрал, так вроде бы проблем не было в ней. Как слегка форсунка плохо распыляла, продул компрессором, было пару капель воды. Но вроде бы стало получше. И как сказали в комментариях, то не сильно критично. Что ты хочешь сюда? Пришла помогать. Что кричишь? Так, собрал обратно, хотя по идее на компрессию не влияет та форсунка. Поэтому проблема, скорее всего, где-то так. Сегодня думаю голову снять, попробовать клапана посмотреть. Может быть, какой-то из них не закрывается. Посмотрел видео, вроде бы не так сложно. Да и к тому же в инструкции написано, что первое ТО после обкатки, которое нужно делать через 100 часов, и там уже проверять и регулировать клапана. Хотя, по идее, я не наездил столько много. Проверяю клапана. Налил солярки туда. Впускной вроде бы хорошо работает. Нигде не пропускает. Сейчас посмотрю еще на выпускной. По идее, если компрессия, то с ним может быть какие проблемы. Ну, сейчас посмотрим. Ну, вот сейчас залил выпускной клапан. Вроде бы тоже все хорошо держит. Нигде ничего не подтекает. Но только что заметил, вот здесь вот такая канавка есть, где прокладка была. Может быть, оттуда воздух подсасывало. Буду еще детально осматривать это все. Ну вот, добрался я и вовнутрь двигателя. Снял стартер, крышку с сапуном, и появился доступ к коленвалу. Ну, посмотрел, подшипник вроде бы целый. Это радует. А то были подозрения, что, возможно, ему конец. И поэтому он так прыгал и троил. Но этот вроде бы в порядке. А второго не видно, но никакого-то подозрительного звука нету. То буду надеяться, что тоже все хорошо и не нужно будет коленвал снимать. Ну, сейчас думаю залезть в шток, вытащить, который упал туда вниз в масло. Ну и попробую снять поршень, вытащить, посмотреть, в каком он состоянии. А то, судя по цилиндру, по гильзе,
Есть там какие-то такие маленькие царапинки, но только они не прямые, а какие-то такие по спирали идут и все параллельные. Может, когда точили его, плохо шлифовали. Вот до чего доводит кривые руки и незнание матчасти. Теперь придется лезть в это масло по локоть и искать этот шток. Так же ничего не видно. Ну, ничего не поделаешь, по-другому его не вытащишь. О, там что-то еще нашел. Опаньки. Что это такое? Не знаю, какие-то куски железа валяются внутри. Ладно. А где же шток? О. Ну вот и шток. Не знаю, что это такое. Сразу подумал, что может кольцо какое так спрессовало. Но вроде бы как не похоже. На какой-то хомут больше смахивает. Походу где-то что-то сорвало, какое-то крепление. Оторвало. Без понятия даже, что это. А, может быть это крепление от подшипников каких. Что-то похоже, как обойма. Надо разбираться. Вот и нашел проблему. Второй подшипник коленвала, левый, ну относительно, если смотреть спереди и правый по ходу движения, тот, который поменьше. Он видно, обойму вырвало, и только он шарочки внизу скатились в одной куче. Все же хорошо, что этот шток упал. Так бы, может быть, и не полез туда, не смотрел. Клапаны проверил бы и дальше начал бы в топливной системе разбираться. Ну, когда не знаешь устройства, то и не знаешь, где проблема. Хотя один из подписчиков писал, что подшипник высыпался. Если бы не было столько других комментариев в другой сфере, то можно было бы сразу отсюда открыть эту крышку, посмотреть и найти проблему. Ну, в любом случае пришлось бы все разбирать. Потому что, чтобы вытащить коленвал, я так полагаю, что надо снимать поршневую, вытаскивать, и потом уже его. Только вот не знаю, подскажите, нужно ли разбирать эту часть, хотя по-другому, наверное, подшипника вы не выпрессуешь. Надо идти снова смотреть видео и разбираться, как это что. Ну, поршневую, в принципе, могу и сейчас снять, посмотреть, какие там кольца. Стало с ними что-то или нет. Все же заводиться перестал. И компрессия пропала не просто так. И сердце двигателя. Ну что, колечки целые.
второе подозрение было, что именно с ними проблемы. Только что. Ну, не знаю. Нескольких блогеров смотрел, и все говорят, что коленвал легко снимается. В 2 часа можно вложиться, снять его, поменять подшипник и обратно все собрать. Походу наврали, или мне так не повезло. Уже полдня вожусь, а еще маховик до сих пор не снял. Сначала гайку эту большую не мог открутить. Ну, благо, что в комплекте ключ шел. Хотя нельзя это назвать ключом. Он весь согнулся, не выдержал нагрузки, даже и рычаг не использовал, так рукой его сразу он погнуло. С какого-то мягкого железа сделан так для красоты. Походу и подшипник высвался, что может быть из такого же металла. Ну, благо, что у деда заначку нашел в столярке. О, под крышей был такой небольшой ключик. Повезло, и размеры подошли. Ну, хотя, по идее, у деда, если поискать, должно побольше быть таких ключиков. Все же всю жизнь трактористом проработал. Был даже почетным, орден имел. Гайка такому ключу-то поддалась. Ну, слегка с напрягом. Пришлось еще и молоточком постучать, чтобы сорвать ее. Ну, а сейчас столкнулся с очередной новой проблемой. Не могу этот маховик снять. Сильно прикорел. Ну, этот же ключ из мягкого металла, по идее, и съемника идет. Но он тоже погнулся сразу, как только пытался его снять. Да и еще мало того, сломался и болт, который он выкручивал. Это взял шкива таких размеров. По идее, должен был легко скрутиться, ну а по факту он сломался. Хорошо, что в шкиву не остался, легко выкрутился, руками высверлять не пришлось. Да и болт вроде бы довольно такой крепкий. Не знаю, не разбираюсь точно в маркировках. Тут написано QG 6.8. Ну, а оказался слабеньким. Для такой задачи придется теперь ехать покупать. Ну, а с ним что делать, даже еще и не решил. Нужно поискать подходящие болты. Не знаю, и железку какую-нибудь потолще сделать, съемник. Буду пробовать дальше разбирать. Ну а повозиться походу придется серьезно, так как двигатель мне подсунули не новый. Я покупал-то его в прошлом году, в ноябре 23-го, а дата производства сентябрь 22-го. Либо бэушный, либо больше года стоял, поэтому все и закорело так. Не зря же они его краской всего облили. Попробовать этим съемником для подшипников, хотя как-то боязно, чтобы тоже не сломать. Все же чужой. Ну, по идее, только что может не хватит размера. Там 3 отверстия в маховике. Здесь 3 зуба. Ну, гляну. Не поддается. Тут уже натяжение такое, что не знаю, может. Попробовать погреть. Хотя я уже пробовал, еще когда с этим ключом привод снимал. Что ж, на улице холодно и горелка не хочет загораться. Что-то не получается все, походу, не мой день. Надо идти отдыхать.
Но не идет. Чтобы не сломать еще. А то поломаешь маховик. Получится как в том анекдоте. Дали в пустой комнате стальные шарики. Один потирал, а один поломал. Ой, мне так тоже. Кто-то сломал. Маховик целый. Съемник вроде тоже. Ну, не знаю, что-то не идет. Нужно что-то брать помощнее, чем этот съемник. Да и этот тоже. Походу так укорело, что уже не снимается, либо я что-то открутить забыл. Хотя вроде бы даже тот вал, который на генератор снял, он, может, за него держится. Пойду смотреть видео. Может, что-то все-таки забыл.